Из города военно-морской славы Британии Портсмут, считающейся родиной Королевского флота, мы направляемся на остров Уайт, в графство на самом большом острове Англии. Остров имеет сильные традиции морского судостроения. Кстати, именно там было построено первое судно на воздушной подушке. И в такое путешествие через пролив Тесоланд приглашаю вас я, Люкреция Кей. На остров можно добраться паромом, удобно расположившись за столиком в кафе, с отличным обзором, любуясь морем и побережьем. Но мы себе не могли отказать в удовольствии воспользоваться маршрутом компании Howard Travel, использующей суда на воздушной подушке, связывающей Саутси, пригород Портсмута, с городом Райт на острове Уайт, в который мы благополучно добрались. Когда-то остров имел железнодорожное полотно протяженностью более 55 миль. В настоящее время всего лишь одна ветка, чуть менее 9 миль, остается в регулярном использовании компании Island Line. От станции Райперсхед поезд направляется по восточному побережью до приморского города Шанклин. Здесь курсируют вагоны, которые в 30-х годах были в лондонском метро, затем списаны и переданы на периферию для дальнейшей эксплуатации. Наша остановка Смолбрук Джункшен, узкоколенная развязка, где пассажиры электропоездов пересаживаются на поезд другого типа, чтобы отправиться в путешествие по паровой железной дороге. Поезд останавливается на 3 основных станциях: Смолбрук, откуда мы начинаем свое путешествие, затем станция Хевен-стрит и конечная Вуттон. От Смолбрук нас ожидает 10-мильная поездка туда и обратно по удивительной природной красоте острова, по ее нетронутой сельской местности, а также осмотреть достопримечательности, вкусив запахи путешествия паровым транспортом, сопровождающийся стуком колес путешествия, уносящее нас в прошлое. На станции Хевен-стрит проходят основные мероприятия железной дороги. Эта причудливая станция была тщательно отреставрирована, чтобы отразить стиль британской железной дороги 1940-х годов, с приветливым обслуживающим персоналом платформы, одетым в традиционную форму. Эпоха пара родилась в Британии более 200 лет назад, и это было одно из величайших технологических достижений, которое изменило мир и стало причиной подъема Британии на вершину имперской власти. Это продолжалось какое-то время, а затем прошло. Линии были сокращены, пар был заменен дизельным и электрическими поездами. И все же из пепла снова поднялись паровые линии, когда энтузиасты вновь открыли старые линии и завели паровые машины. Сегодня линии наследия процветают, возвращая веру паров к жизни и принося радость пассажирам, предлагая возможность насладиться ушедшей эпохой, путешествуя на любовно сохранившемся поезде. Очень познавательно и необычно интересно наблюдать за естественным поведением хищных птиц, представленное таким уникальным способом обучения, через развлечения, позволяющие поближе познакомиться с потрясающими птицами в специальном уголке на территории железнодорожной станции Хевен-стрит.
После просмотра потрясающего представления с участием хищных птиц, подготовленной Центром соколиной охоты, самое время размять ноги, прогуливаясь по лесу. В лесистой местности легко найти насмешливые сообщения и причудливые персонажи, оставленные на разных тропинках, используемые во время проведения музыкальных мероприятий, рассказывающих различные истории театра под открытым небом. Паровозы острова Уайт представлены вагонами третьего и первого класса. Каждое купе одинаково красивое и удобное, вмещает до 8 пассажиров. Первоклассные номера немного больше по размеру, более удобнее и более роскошнее. Это далеко не первая наша поездка на паровозе, и ни одна из них не похожа на другую. Уникальность путешествия по паровой железной дороге острова Уайт состоит в том, что она вся является действующим музеем. Художественный совет Англии предоставил аккредитацию железной дороги острова музейного статуса в 2018 году. Пора заглянуть в здание музея, где собрана небольшая галерея артефактов для посетителей, состоящая из предметов истории, а затем полностью окунуться в атмосферу и звуков более 150-летней истории железной дороги, где собраны экспозиции викторианских и эдвардинских вагонов, а также коллекцию редкого подвижного состава. Дети с удовольствием принимают правила игры, ощущая себя сопричастными к истории и к действию.
New straw wagons across half a mile of mud. Wealthy and fashionable visitors will begin to visit other Этот seaside удивительный интерактивный музей стал возможным благодаря гранту в размере 1 200 000 фунтов стерлингов, финансируемым Фондом лотереи наследия, и впервые открыл свои двери в апреле 2014 года. Так мы провели несколько часов неторопливого знакомства с островом Уайт. И до темна нам нужно вернуться на материк, чтобы продолжить наше путешествие по Англии.